Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим с Ахметом Халидовичем Закаевым, главой правительства Чечни и Ичкерии в изгнании. Подписывайтесь, кстати, на соцсети Ахмета Халидовича, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Мы с вами уже затронули, до эфира вопрос вот этого нового фильма, проекта о Кадырове. Если честно, у меня в какой-то момент, когда я его смотрела, прям волосы шевелились. Настолько для меня это были пугающие меня вещи. Возможно, у вас другое мнение какое-то. Но, если можно, я бы хотела сначала задать вопросы по фильму. Правда ли, что Кадыров убивал своих политических конкурентов и ставленников из Москвы? Включая даже вроде как главу Совбеза местного. Мой сын с 94 года с оружием в руках. Сегодня он охраняет главу администрации Чеченской Республики. Формально да. С 2000 года Рамзан занимал должность командира вооруженной охраны своего отца. Но основная цель его отряда была в другом. Рамзан помогал ССБ ловить в Чечне сторонников сепаратистов. Делалось это разными методами. Были и реальные террористы, ликвидированные кадыровцами, были и случайные люди, которых убили ради галочки. Рамзан назначил награду в 3-5 тысяч долларов для тех, кто принесет ему две вещи: отрубленную голову боевика и его паспорт. Других доказательств не требовалось. Люди начали просто убивать своих врагов, резать им головы и выдавать за боевиков. Так или иначе, Рамзан оказался у спецслужб на хорошем счету. Когда в начале нулевых он приезжал в Москву, то даже ухаживал за дочкой одного из заместителей директора ФСБ. Его отец за первые полгода своего правления, напротив, натерпелся от московских начальников. Я сегодня не знаю, какими полномочиями я обладаю, какими полномочиями обладает представитель Казанцева у меня и какими полномочиями наделен комендант республики. Весной 4-го года он вернулся из Москвы, взвинченный такой. Говорит: все, в Кремль больше не поеду. Общение действительно складывалось непросто. Чечня постоянно требовала выручку от продажи местной нефти, а Москва отказывалась идти на это. Сегодня в Грозном совершен теракт. В 10:35 по московскому времени на стадионе «Динамо», где проходил парад в честь Дня Победы, прогремел взрыв. Президент Чечни Ахмат Кадыров погиб. Однако в том взрыве в Грозном было очень-очень много странностей. Во-первых, на параде и вообще в Чечне в тот момент не было самого Рамзана, хотя он занимал пост главы службы безопасности своего отца. Знакомый Кадырова и бывший высокопоставленный чиновник Кремля нам сказали, что весь день 9 мая Кадыров-младший провел в Москве. Что он делал в столице и почему его не было рядом с отцом? В тот же день Рамзана привезут в Кремль на встречу с Путиным. Ахмат Хаджи Кадыров ушел из жизни 9 мая, в день нашего общенационального праздника, в День Победы. И ушел непобежденным. Выбор, сделанный чеченским народом, это сознательный выбор. Фактически с этой встречи 20 лет назад и началось царствование Рамзана. Тогда кто охранял Ахмата Кадырова на стадионе? Старшим Рамзан оставил своего подчиненного с позывным «Мамак». Имя этого человека – Магомед Исрапилов. Мамака казнили как в Средневековье. По одной версии за то, что Исрапиловы были завербованы боевиками. По другой, Мамак сам имел чересчур большие политические амбиции и мечтал подсидеть босса. Как бы то ни было, важных свидетелей теракта 9 мая больше нет в живых. Вторая странность – поразительная избирательность того теракта. Обычно боевики старались устраивать взрывы с максимально возможным числом жертв. Тем более на стадионе в тот день собрались сотни чеченских силовиков, убить которых боевики явно были бы не против. Но точно направленный взрыв прогремел аккурат под тем самым креслом, на котором сидел Кадыров-старший. Вот Кадыров принимает парад. Слева от него Хусейн Исаев, глава Госсовета Чечни. Он погибнет. Во время парада он постоянно шептался с шефом, склонившись в его сторону. Справа от Кадырова российский генерал Валерий Баранов, тогда командовавший армией на Кавказе. Его левая нога была чересчур близко к главе Чечни. Ему ее оторвало взрывом. Генерал выживет и уйдет в отставку. И последняя странность – место и время. Как заявило следствие, взрывчатку под трибуну боевики заложили сильно заранее. По основной версии, во время ремонта стадиона, который шел последние 3 месяца. Выяснили, где заложено было? Где было?
То есть кто-то смог поместить небольшую бомбу точно под тем креслом, где спустя время сядет Кадыров. Еще маловероятнее это выглядит, если учесть, что о поездке Ахмата Кадырова на стадион «Динамо» знало только его ближайшее окружение. Возникает вопрос, почему власть передали младшему сыну Ахмата Кадырова? Действительно, бывший московский топ-чиновник подтвердил нам, что именно на той встрече в Кремле Путин дал понять Рамзану, что именно он будет следующим главой Чечни. Такой уж феодализм. Впрочем, даже по феодальным законам власть должен был унаследовать старший сын, брат Рамзана Зелимхан. Зелимхан старше Рамзана на 2 года. Во время Первой Чеченской войны в боевых действиях он тоже не участвовал. Дома сидел. Ну, кайфарик был. Пристрастился к наркотикам. А к 2004-му, когда отец погиб, он довольно тяжелые вещества употреблял. В момент смерти отца Зелимхан числился старшиной чеченской милиции. Так себе должность, но даже ее он формально занимал. В основном безобразничал дома. Наверное, его тяготило, что отец любил больше младшего брата. К 2004 году Ахмат и Рамзан продолжали жить вместе в своем родовом доме, а Зелимхана отселили в дом на другой стороне улицы. Именно в этом новом доме Зелимхан и встретил новость о гибели отца. В тот момент Зелимхан себя буквально не контролировал. Он как-то с оружием вломился в дом брата и начал себя агрессивно вести. В другой раз решил обыскать свой дом в поисках прослушки. И нашел ее. В общем, отношения Рамзана и Зелимхана в тот момент были, ну, мягко говоря, не очень. Старший брат, тем более такой, это была постоянная угроза для Рамзана. Это случилось в том самом новом доме через улицу от усадьбы Рамзана. Власти сообщили, что Зелимхан умер во сне от сердечной недостаточности, вызванной последствиями той самой тяжелой автоаварии, в которой он побывал ранее. Это последнее прижизненное фото старшего брата Рамзана Кадырова на похоронах их отца. Знаете, я бы проверил, не связан ли Рамзан со смертью брата. В день смерти Зелимхана Рамзана опять не было рядом. Он вновь был в Москве, на приеме у Путина. В 2004 году Рамзану 27 лет, а президентом Чечни мог избираться как минимум 30-летний человек. К тому же тогда вокруг Кадырова еще хватало чеченцев, которые могли поспорить с юным наследником амбициями и богатством. Другими словами, у Рамзана были конкуренты, и с этим что-то нужно было делать. Сначала Рамзану и Кремлю потребовалось найти кого-то, кто согласится на время занять пост президента, а потом безропотно отдать это кресло повзрослевшему на 3 года Кадырову-младшему. Этим человеком стал Алу Алханов, работавший милиционером еще с советских времен. Люди, знающие Алханова, отзываются о нем как о хорошем человеке с принципами и авторитетом. Но его грубо и насмешливо использовали. Кандидатуру Алханова выдвинули прямо на поминках по Зелимхану Кадырову. Рамзана не смутило даже то, что самого кандидата в момент выдвижения в президенты не было рядом. Алханов уехал на другие похороны. В горах прощались с его отцом. Нонсенс. Человека выдвинули в президенты в его отсутствие. Кремль сделал все, чтобы снять всех сколь-нибудь существенных соперников с выборов. В итоге с Алхановым конкурировали люди, имен которых ни до, ни после в Чечне никто особо не знал. Того же Сайдулаева опять сняли с выборов под комичным предлогом. Нашли помарки в его российском паспорте. Но даже этого было мало. Люди не знали Алханова, и его победа в первом туре могла не состояться. Чтобы обеспечить его выигрыш, Путин пошел на беспрецедентный шаг. Мы бы хотели и просили вас оказать нам помощь в том, чтобы вся вот вырученная сумма от экспорта чеченской нефти направить на восстановление именно, значит, и экономики, и социальных дел. Путин пообещал республике выручку от продажи местной нефти. Это было заветное желание чеченцев периода войны за отделение от России. Правда, в итоге особой экономической выгоды щедрость Путина чеченцам не принесла. Эта фотография дает представление о реальном положении дел в Чечне в 2004 году. Алханов и Кадыров беседуют с Путиным. Рамзан вальяжен, уверен в себе. Он выглядит главным. А Алханов, понурившись, смотрит в пол. Разворачивайте транспаранты. Без футбола уходите назад. Рамзан Кадыров – лучший друг молодежи. Рамзан Кадыров – лучший друг спортсменов. Владимир Путин – лучший друг Рамзана Кадырова. Лучший из лучших в наших рядах. Мы из Рамзана, с нами Аллах. Везде вот только их фотографии, а как будто нет президента в республике. Вот что нам не нравится. Иногда казалось, что Кадыров буквально издевается над своим ставленником. Например, перед выборами выяснилось, что Рамзан поддерживал одного из соперников Алханова. Просто назло. Алханов тогда победил в первом туре, но издевательства со стороны Кадырова продолжились. Впрочем, слово «издевательство» не совсем подходит, чтобы описать, какими методами Кадыров боролся со своими конкурентами. Он буквально по крови шел к посту президента.
Лето 2004 года. Алханов еще даже не избран президентом Чечни. Вовсю идет избирательная кампания, а на повестке вопрос, кто будет главой правительства при новом президенте. Должность премьера, она хоть и вторая по значимости, но очень важная. Глава правительства сидит на финансовых потоках, идущих из федерального бюджета в республику. Премьером в тот момент работал назначенец из Москвы, молодой финансист Сергей Абрамов. Скажи, что президент сказал России. Президент страны, верховный главнокомандующий. Кадыровы его не любили, но до поры до времени терпели. До него по инициативе Ахмата Кадырова были уволены уже два русских премьера Чечни – Михаил Бабич и Анатолий Попов. Попова отстранили после того, как его кто-то отравил во время посещения одного из чеченских сел. У него сильно пострадала печень, состояние было весьма тяжелым. А Кадыров просто заявил, что республике не нужен больной премьер. Попов в Чечню больше не вернулся. Никакого расследования отравления не проводилось. Место Попова занял Абрамов. Он, видимо, догадывался, на что соглашается. Первое несчастье случилось с ним как раз летом 2004 года. Рядом с его машиной в Грозном взорвался фугас. Погиб сидевший рядом с премьером охранник. При том, что в 2004 году чеченское руководство ездило уже на «Мерседесах», Абрамов ехал на старой бронированной «Волге», которая стояла на балансе у российских военных в Грозном. И не с чеченской, а с военной охраной. Как будто не доверял Кадырову. Я ездил на этой же «Волге» по Чечне еще в 99-м. Мы тогда под жопу подкладывали кусок железа, а по обе стороны от меня садились два военных бугая в бронежилетах. И вот в таком зажатом состоянии гнали с бешеной скоростью. Это был намек Абрамову? И не единственный. Выясняются подробности страшной аварии, в которую попал этой ночью Сергей Абрамов. Неподалеку от Москвы бронированный «Мерседес» столкнулся с грузовиком, груженным кирпичами. А знаете, куда он ехал? В аэропорт. Он должен был лететь в Чечню. Там тогда планировались парламентские выборы, ход которых он должен был контролировать как глава правительства. Никакого расследования этой аварии не проводилось. В итоге на парламентских выборах в Чечне победили кандидаты, сплошь лояльные Рамзану. А Абрамов спустя какое-то время тихо покинул свой пост, уступив его Кадырову-младшему. Рудник Дудаев, не родственник убитого лидера Ичкерии Джохара Дудаева, работал в КГБ и ФСБ еще с советских времен. В 80-х он присматривал за исламскими организациями в Узбекистане, где тогда учился Ахмат Кадыров. КГБ тогда следил за всеми религиозными вузами. Когда Кадыровы пришли к власти, Дудаева командировали в Чечню. Дудаев был секретарем Совбеза Чечни, то есть человеком, который координирует работу всех силовиков республики. И жил он прямо на территории комплекса правительства в Грозном под охраной российских военных и ФСБ. На этой территории в небольших вагончиках жили тогда все присланные из Москвы чиновники. Потому что они не доверяли Кадырову и его людям? К вопросу о доверии. Вагончик Дудаева единственный, который по неустановленной причине вспыхивал за тот год дважды. В первый раз Дудаев был в отлучке и не пострадал, а вот во второй... Расследование его гибели не проводилось. Место погибшего во главе Совбеза занял помощник Рамзана Кадырова. Наконец, апрель 2006 года. Охранники Кадырова, который тогда работал премьером республики, в центре Грозного вступают в бой с телохранителями президента Алханова. Льется кровь. Просто представьте на секунду. Это то же самое, если бы охрана премьера Мишустина вступила бы в центре Москвы в перестрелку с охраной президента Путина. Кадыров всеми средствами унижал своего босса. В офисе Алханова то отключали связь, то Кадыров увольнял кого-то из подчиненных Алханова, не сказав тому ни слова. Я хозяин Чечни, я отвечаю за все. Крики не бывает, когда. Кто работает, будет работать. Кто не работает, да, салам алейкум. Самый комичный эпизод этого противостояния выглядел так. В Чечню приехал Николай Басков. Он известен тем, что за щедрый гонорар может исполнить абсолютно любую, даже самую отвратительную песню. Алханов решает вручить Баскову звание заслуженного артиста Чечни. Тут же вмешивается Кадыров, и Басков объявляется уже народным артистом республики. Потому что я счастливее всех людей, мне Бог с небес послал тебя, Рамзан, и всех. Путин не спешил увольнять Алханова, за него просили кураторы из МВД и других силовых ведомств. Но у самого Путина были обязательства перед Рамзаном. Он обещал ему республику в 2004 году, во время той встречи в Кремле после смерти Ахмата. В итоге Алханов не выдержал. В феврале 2007 года он попросился в отставку и отправился на незаслуженную политическую пенсию. Ему дали незначительный пост замминистра юстиции, а еще разрешили следить за этикой в Российской футбольной лиге. В
все преступления, совершенные на территории Чеченской Республики и за ее пределами, касательно чеченской темы и чеченских вопросов, ответственность за все эти злодеяния на все 100% ложится на руководство, военное, политическое руководство России. Да, безусловно, политические убийства были с 1994 года, ну, началось еще раньше, с 1992 года, как только мы стали на путь независимости, Чеченская Республика Ичкерия. И с этого времени по сегодняшний день продолжаются политические убийства, преследования по политическим мотивам. И в данное время наше государство оккупировано, о чем Верховная Рада в 2022 году приняла постановление о том, что Чеченская Республика Ичкерия временно оккупированная территория. И поэтому касательно всего, что происходит, всего негатива, как на территории оккупированной Чеченской Республики, так и за ее пределами, совершаемое оккупационными структурами, ответственность за это ложится на Россию и на российское государство. Был интересный факт, который меня немного заинтриговал даже. В фильме они говорят о том, что выборы ставленника, вот еще, я так понимаю, отца Рамзана Кадырова, происходили на какой-то квартире какого-то уголовника в Москве, где присутствовали там люди из администрации президента, включая Суркова, включая кого-то из ФСБ, и что вот там выборы ставленников проходили вот на этой квартире уголовника. Насколько это может соответствовать действительности? И действительно ли Сурков принимал участие в выборе ставленника? Абсолютно нормально работали даже с теми, кто убивал российских военных. С одними работал ФСБ, с другими МВД, с третьими ГРУ. У всех были свои любимчики. Впрочем, даже среди любимчиков был фаворит. Мавлади Атлангириев, которого в жизни все называли другим именем. Руслан. В Чечне так бывает часто. Вор, гангстер, человек, причастный к убийствам. Он вел настолько закрытую жизнь, что в российской прессе никогда не публиковалась его фотография. Максимум фоторобот, да и тот не его. Преступную деятельность Руслан начал еще совсем молодым. В 70-х он провел какое-то время по подростковой статье в Чернокозово. Это тюрьма на территории Чечни. Потом Атлангириев зачислился в московский вуз, но и его в итоге бросил, чтобы стать уже профессиональным преступником. На паях с еще одним чеченцем, Хошахмедом Нухаевым, Атлангириев создал одну из самых влиятельных и жестоких московских банд образца 80-х и 90-х. Лозаннскую преступную группировку. Ну и, конечно, Мавлади Атлангириев – это тот человек, который очень многое сделал, чтобы привести к власти семью Кадыровых. Лозаннская группировка была тесно связана с российскими спецслужбами. Некоторые ее бойцы даже имели удостоверение ФСБ. Вероятно, агентом спецслужб был и третий известный лидер лозаннских – Максим Лазовский. Был завербован и Атлангириев. По одной из версий, спецслужбы установили с ним контакт еще в 80-х. По другой, он попал на крючок, когда в 90-х его задержали в аэропорту Внуково при попытке вылететь за границу с пистолетом в багаже. После отсидки он вернулся в Чечню, и на освобождение ему авторитеты подарили двухдверный внедорожник Паджеро и толстую золотую цепь на шею. Он, кстати, был первый чеченец, который принял титул вора в законе. Ездил по горам с открытым окном, и оттуда орали Джекси Кингс. Вся молодежь его завидовала. В 1999 году, за 2 года до конца хасавюртовского перемирия,
спецслужбы начали искать кандидатов в пророссийские лидеры Чечни. Варианта отделения республики Кремль не рассматривал. Важную роль в поиске кандидатов играл Атлангириев. У него были квартиры в Махачкале, это столица Дагестана, и на Тверской улице в Москве. Именно в этих двух квартирах проходили первые консультации с теми людьми, кто был готов возглавить Чеченскую республику. С августа 1999 года смотрины нового руководителя Чечни шли на квартире главного чеченского гангстера уже совершенно открыто. Чечне срочно нужен был пророссийский вождь. В качестве хозяина там был Атлангириев. От ФСБ они были главными на этих собеседованиях. Угрюмов, в то время замдиректора службы, от Кремля Сурков, а во главе, конечно, стоял Путин и его секретарь Сечин. Кстати, Сечин иногда лично на своей служебной машине возил чеченцев на встречу с Путиным в Дом правительства в Москве. Сначала, во время встреч на квартире Атлангириева в Махачкале, ФСБ отсматривала наиболее влиятельные чеченские кланы, у которых были деньги или вооруженная поддержка. Угрюмов встречался с семьей бизнесменов Бажаевых и с братьями Ямадаевыми. Когда они отказались, позвали Ахмата Кадырова, с которым Атлангириев был знаком с 90-х. Угрюмов терпеть не мог Кадырова, но деваться было некуда. В Чечне уже вовсю шли боевые действия. К тому же переход Кадырова на сторону федерального центра выглядел перспективно с точки зрения пиара. Ведь главный муфтий был тем, кто еще при Дудаеве объявил священную войну России. Удастся Владивосток захватим, удастся Хабаровск захватим, Москву захватим. Мы будем воевать до конца. И никто нас, кроме Аллаха, не остановит на этом пути. С его переходом на сторону Кремля джихаду конец. Ахмата привезли в Москву, там поселился в квартире Атлангириева на Тверской, и оттуда его возили на встречу с Путиным. Кадыров согласился. Путин подарил ему коврик для молитв, потом этим ковриком Ахмат особо гордился. Ну и Чечню. Ни Сурков, ни тот агент Руслан Абдулиев, о котором вы говорите, не принимали решение о назначении Кадырова на пост главы оккупированной Чеченской республики. Все делалось в Кремле и решением высшего военно-политического руководства России. Все эти попытки представить картину, то, что происходило, и то, что сейчас происходит, перевести это на уровень каких-то частных моментов, криминального сговора, и вот всего этого связаны с тем, чтобы вывести или отвести, освободить от ответственности высшее военное и политическое руководство России. Все делалось ими. Все было запланировано ими. Да, моменты, эпизоды вербовки кого-то или восстановления агентурных связей и контактов с тем или с другим фигурантом, это не есть назначение руководителем или выборы руководителем того или другого региона. Это оперативная работа. В этой оперативной работе, да, занимались и криминальные авторитеты, которые являлись сотрудниками и агентами КГБ и в последующем ФСБ. Сам Кадыров старший был агентом КГБ, поэтому ничего нового в этом для нас не было. Самое главное, все, что происходило в последующем на территории Чеченской Республики, и агрессии, и военные преступления, совершенные на территории Чеченской Республики, это ответственность российского государства и руководителей этого государства, а не каких-то персоналей криминального толка, политического, авантюристического. Я, собственно, уверена, что это именно так и было. Просто я так понимаю, что Кремль лично в какое-то время, ну, как сказать, они вместо себя в каких-то предварительных переговорах ставили своих ставленников. Естественно, решение принимал Кремль. Нет? Нет, они сразу их принимали в Кремле и сразу им давали янты. Потому что здесь все основания и все документы. Ага. Вот, в 1998 году еще Путин был только лишь, смотрите, чтобы вы понимали, Путин был только лишь директором ФСБ, председателем, и Степашин был министром внутренних дел. В 1998 году Государственная Дума принимает закон о борьбе с международным терроризмом, и в 1998 году по Министерству внутренних дел и по Министерству обороны проходит
указ и приказы, действия внутренних войск Российской Федерации в случае изменения формата власти на территории Чеченской Республики. Точно такой же приказ и распоряжение выходит на уровне Министерства обороны. То есть все эти структуры, силовые структуры, которые были вовлечены в дальнейшем развязывании агрессивной войны, они изначально готовили все это. И это началось не с Путина, а намного раньше. Поэтому тут никаких персональных моментов, которые вели разработку оперативную, агентурную работу, она не имеет никакого значения, потому что изначально было принято политическое решение на самом верху российской власти. Понятно. Ну и вы считаете, что за этим стояла ФСБ? И за взрывами домов тоже стояла ФСБ для того, чтобы получить казус белли для Второй Чеченской войны? Дело в том, что ФСБ выполняла инструкции и указания Кремля, той системы, которая управляла Россией. Если кто-то считает, что или думает, что Ельцин, сидя в Кремле, управлял этой страной и принимал решения по всем вопросам, это величайшее заблуждение. Там работает система, которая продолжает функционировать и по сей день, а Ельцин, Путин, Мутин, Медведев – это все только лишь функции, на которых возложено исполнение каких-то обязанностей функционально. И поэтому, да, ФСБ реализовала проект по решению и принятое решение обеспечения правопреемственности. И так и называлась операция «Преемник». Для реализации этой операции необходимо было заручиться поддержкой, всеобщей поддержкой российского общества. И для того, чтобы перевести это общество на сторону силового решения чеченского вопроса, были совершены вот эти злодеяния и преступления. Взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Это все не просто мои умозаключения, Татьяна, это доказанные факты. Это просто никто никогда не сможет опровергнуть эти факты. И естественно, если говорить о персоналях, о личной ответственности всего этого, да, все эти взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, ФСБ разрабатывалась и подготавливалась бытность директором ФСБ Путина. А реализовано оно было уже дальше, когда Путин стал исполнять обязанности премьер-министра и в последующем президента. То есть все было подготовлено системой, да, у них были инструменты в виде ГРУ, ФСБ, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и уйма других силовых структур и департаментов, которые они создали для реализации вот этого плана операции «Преемник», последующим с оккупацией территории, и уже тогда было заложено все, что происходит сегодня в Украине. Поэтому это все было взаимосвязано. Я говорила с доктором Фельштинским, он как раз давно занимается исследованием российских спецслужб, как историк. Он же написал с Александром Литвиненко книгу «ФСБ взрывает Россию» о домах Буйнакске, от красного террора к террористическому государству, по-моему, так называется его последняя книга. Так вот, доктор Фельштинский говорит о том, что ключевые решения здесь принимают, по его мнению, в том числе вот в направлении там, начинаем войну, не начинаем, коллегия ФСБ. Он говорит, что это такое закрытое достаточно собрание, которое собирается с определенной периодичностью, вот где даже есть видео, где Путин заявил, что когда он стал президентом, что по заданию, значит, уполномоченный от нашей организации получил государственную власть там и теперь, собственно, начинает управлять страной так, как это необходимо этой организации. А вы сказали, что есть определенная, вы сказали, что не Ельцин управляет и даже не лично Путин. А кто? Как эту структуру можно назвать? Как ее можно описать? Это коллегия ФСБ или это что-то другое, как вы считаете? Я не знаю, что имеет в виду доктор Фельштинский, когда говорит о коллегии там, ФСБ. Но я говорю именно о той системе. А кто туда входит? Мы, ни для кого не секрет, вполне возможно, что КГБ уже с очень давнего периода полностью управляет страной. И конкретно они начали управлять, в принципе, с 85-го, с 86-го года.
когда была отменена статья в Конституции, помните, отмена статьи 60 какой-то, отмена единой партии, единой партийной системы, коммунистической партии. ЧК, НКВД, они создавались как оружие для коммунистической партии. Она являлась главным оружием в руках генерального секретаря ЦК КПСС, в последующем этой партии и коммунистической партии. И постепенно роль главного действующего фигуранта управления этой системой, этой страной приняла полностью на себя КГБ. И они таким образом избавились от той ответственности. Но номинально КГБ всегда было подотчетно генеральному секретарю и коммунистической партии. А вот с того периода они взяли власть полностью в свои руки, и система управляет только они. И они безотчетно делают и принимают свои решения. Как они в какое время называются, коллегия, КГБ, НКВД, там, ФСБ, это не принципиально важно. Но сам факт, что вот именно эти люди и вот эта система, которую я называю системой, да, коллективного, сейчас его можно назвать коллективным Путиным, потому что весь негатив и все зло, которое творит эта система, оно персонифицировано Путиным. И поэтому мы его называем коллективный Путин. Управляет сегодня Россией. И да, мое глубокое убеждение, по даже статистике, с момента, когда Путин доложил, когда он был избран, и это было не заявление, это было во время личной встречи на Лубянке. Путин пришел поздравить своих коллег и, выступая на трибуне, он заявил, что операция по внедрению во власть нашей структуры завершилась... Да, вы правильно цитируете, я ошибочно цитирую. Это было не... кто-то хотел этому придать что это шутка. Это не была шутка, это было заявление, которое он сделал. И с этого времени практически сегодня уже можно сказать, 99,9% управляют выходцы КГБ или сегодняшние ФСБшники управляют страной. Поэтому вполне допускаю, что есть какая-то структура, которая непосредственно, Фельштинский его называет коллегией, а я называю ее системой. И поэтому никакого разногласия у нас в этих вопросах нет. Но принимают решения они. Война, агрессия в дальнейшем и ликвидация Путина физическая, или же заменить его, ликвидировав его, кого-то из его двойников, изменить сегодняшнюю ситуацию, это тоже будет принимать решение вот эта система. И Путин, независимо от его физического состояния, он будет находиться у власти и управлять, брать на себя функции правителя и менеджера вот этой системы до тех пор, пока это будет удобно и выгодно вот этой системе. Но как только они решат, что теперь пора закончить сегодняшнюю политику и перевести это в какие-то на другие рельсы, например, как переговоры с Украиной, отход от этой агрессивной политики. Для этого им нужно будет ликвидировать Путина. Вот для чего он и существует. А кого они физически ликвидируют? Настоящего Путина, он есть сейчас или нет? Это тоже большой вопрос. Мы понимаем, что ни один человек, ни одно физическое лицо выступает в роли президента в разных местах. У него несколько двойников. Это не из теории заговора, а констатация факта. Да, и вы, кстати, по поводу того, что перестройка в том числе была чуть ли не спровоцирована КГБ, вы подтверждаете слова Кэтрин Белтон, журналистки, которая написала «Люди Путина», как КГБ вернул себе Россию и начал наступление на Запад. Вот она там тоже говорит о том, что они, и Фельштинский тоже об этом говорит, что, собственно, они в какой-то момент, почему так ненавидят коммунистическую партию, да, почему создали отдельную партию, почему всячески на нее там, не прямые какие-то репрессии производят, но тем не менее ее в конечном итоге Компартию СССР просто уничтожили. Именно потому, что они с ней, собственно, и боролись с помощью перестройки в том числе. Дело в том, что коммунистическая партия это была идеология, которые имели обозначенные какие-то рамки, да?
А то, что сегодня делает эта система, она не подпадает ни под какие идеологические рамки. Да? Они делают полное беззаконие. И абсолютно точно я не сомневаюсь в том, что перестройка была инициирована и начата именно КГБ. И для подготовки вот этой перестройки еще при Андропове, не первым секретарем Андропове, а при директором КГБ Андропове на Запад были направлены так называемые младореформаторы во главе с Чубайсом. Тогда их направили сюда на Запад с тем, чтобы они изучили рыночную экономику. Вы представьте себе, это еще до появления Горбачева, до появления так называемой перестройки, этих людей направили на Запад. И они обучались здесь вот тем реформам, экономическим реформам, которые проводила КГБ уже в последующем. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что это была операция КГБ по отторжению всех демократических инициатив и ценностей, за которые могли следовать советское общество. Вот вы обратили внимание, вот эти 90-е годы, когда в расцвет ельцинской демократии Путиным и сегодняшней системой преподносится как страшилка. Они все время упоминают, вы хотите вернуться в 90-е годы. То есть все было сделано настолько грамотно и поучительно, что вот весь криминал и все негативное, что было вот в обществе, оно было списано или представлено в качестве демократии, которая исповедует или которыми движет и развивается западный мир. Вот таким образом они отторгли все демократическое от западной цивилизации и, вернувшись вовнутрь, использовали эту массу как пушечное мясо вот в той политике, которую они сегодня ведут в Украине, и раньше начали с Чечни, и по сегодняшний день используют их здесь. И мы видим, да, что вот эта масса и Путин, Путин востребован этим обществом, если его так можно назвать. А Путина создала вот эта система именно с тем, чтобы он был востребован вот этому. Все сделали так, чтобы Путин был востребован этим обществом, чтобы оправдать все те агрессивные действия. И обратите внимание, самый главный фактор, если нет идеологии, если нет идеи, если нет каких-либо ценностей, что этими людьми движет? Благополучие. Миллиардные состояния по всему миру разбросаны. За эти 30-35 лет они превратились в мультимиллиардеров. Не просто там миллионеров, а миллиардеров. И вот все, что было нажито так непосильным трудом советским обществом, бытность СССР, 70 лет, оно все было приватизировано и прихвачено вот этой системой, которая распределила между собой все эти ресурсы и пользуются. Сейчас они, кстати, новую реприватизацию же делают. Вы же видите, что они сейчас отжимают уже оставшиеся куски собственности интересной по теме, там, у нас война, вы плохо работаете, там, и так далее. Вы неправильно приватизировали. Ну, вы сами слышите наверняка. Не, я слышал, это те, которые от них ускользнуло, когда они в большинстве своем, ну да, естественно, были... Все большие куски уже давно им принадлежат, да, это понятно. Были случайные люди, которые кому-то что-то досталось, да, и вот теперь они даже проводят ревизию по этим моментам, и связанные с нашими именитыми олигархами, они изначально являлись агентами КГБ, ФСБ, и они получили основные пакеты, они получили контрольные пакеты по этому бизнесу. Но принадлежит и принадлежала этой системе. А кто не захотел следовать этим правилам и решил выйти из-под ихнего контроля, они или убили, или посадили, или отняли все и выкинули за пределы. Все. Про криминал. Там же в фильме в этом говорится о том, что в качестве компенсации за продажу Чечни Российской империи, так сказать, Кадыровым предложили, во-первых, крышевать Новороссийск,
Я вот вообще не поняла, как. И торговать чеченской нефтью. А насколько это соответствует действительности? Я стал на путь спасения своего народа. И я не сомневаюсь, победа будет за нами. Пусть даже меня не станет. Я уже себя считаю победителем. Но переговоры – это всегда торг. Одна из сторон должна что-то предложить другой, чтобы заинтересовать ее. Что же предложил Кремль? Вы будете удивлены. Отдать под крышу. Это значит разрешить беспрепятственно заниматься рэкетом в крупном российском городе. То есть Кремль предлагал отдать часть своего суверенитета, чтобы получить суверенитет над Чечней. В итоге Кадыровым отдали под крышу гораздо больше, чем город Новороссийск. В июне 2000 года Ахмат Кадыров был назначен главой администрации Чечни. Это уникальная должность. Других чиновников с таким титулом в России не было. Формально Чечней правил Путин, потому что в республике на время войны ввели прямое президентское правление. А Кадыров тем временем учился быть султаном. Ему действительно многое требовалось наверстать. За год ему сделали высшее экономическое образование, а спустя 2 года еще и степень кандидата политических наук. Понятно, какого качества были эти ученые звания, но в политике он был действительно одарен. Он был такой хваткий, цепкий, хитрован, таких еще называют. Деньги у семьи Кадыровых начали появляться в конце 90-х. При Масхадове им на откуп отдали одну нефтяную скважину еще советских времен. Она находилась в селе Виноградное. Вскоре Кадыровы купили 5 КАМАЗов, оборудованных цистернами, и гнали самопальную нефть на продажу в Россию. Когда Кадыровы присягнули Путину, в их теневом бизнесе мало что поменялось. Вместо спекуляции нефтью они начали торговать бензином. Это автозаправки «Лидер», разбросанные по Чечне. По сути, с этих заправок и начался огромный бизнес семьи Кадыровых. Название в честь Ахмата Кадырова, лидера Чечни. На какие деньги бывший муфтий и его сын смогли начать большой топливный бизнес? Помните, Кремль предлагал миллионы долларов тем чеченцам, кто согласится перейти на российскую сторону? Это первая версия. А вторая? Аллах дает хвала Аллаху. Вас о чем не спросишь? Откуда деньги? Вы говорите от Аллаха. А ты докажи, что ты Аллах. Это вообще не соответствует никакой действительности. Никакой. Вообще никогда Новороссийск не принадлежал ни Кадырову, ни Мадаевым, никому. И никогда уже с момента агрессии собственной нефтью ни Кадыров, ни его отец не торговали. Это все было прихвачено центром. И они и по сегодняшний день, вот когда уже отжали все, буквально несколько лет назад Путин якобы передал нефтеперерабатывающий, нефтепромысел якобы Кадырову передали. Это произошло несколько лет назад. А до этого времени полностью все, что было связано с нефтью, оно контролировалось и управлялось Россией. Не, подождите, но я знаю точно, что была контрабанда нефти из Чечни, даже в Украину. Она была до первой войны нашей, до 2014 года, но потом в какой-то момент ФСБ всех повязала. Нет, ФСБ этим и занималась. Дело в том, что контрабанду реализовывала и проталкивали именно или военные, или внутренние войска, или ФСБ. Эта территория полностью контролировалась именно этими силовыми структурами. Но ни Кадыров, ни кто другой отношения к этому не имел. Просто я сейчас, чтобы у нас было четкое понимание, что такое фильм, который мы сегодня разбираем. Я хочу, чтобы вы понимали мое отношение. Для меня там ничего нового нет, кроме клеветы, кроме наговора и попытки представить чеченский народ именно в образе, в том негативном образе, которым сегодня выдают Кадырова и кадыровцев. Это античеченский фильм. И все преступления, которые были совершены против чеченского народа, попытка переложить ответственность за это на криминал, на Кадырова и на эти банды, которые они сегодня создали, поддерживают и сохраняют. Все, что связано с Кадыровым, это изобретение России. Это они создавали, тратя миллиарды на миллиарды состояния и убивая сотни тысяч людей. Они создали этот продукт. И это то, что сегодня мы называем Кадыровым и кадыровцами, это не чеченский продукт.
Это российский продукт, который они сами и создали. Но сегодня они вот хотят переложить всю ответственность за все, что происходит, на весь чеченский народ в лице Кадырова, называя его. А как он возник? Откуда он появился? И в результате чего мы имеем то, что сегодня имеем, об этом это авторы проекта молчат, потому что они знают, что напрямую ответственность за все это лежит и на них тоже. На этих авторах этого фильма, которые все время с самого начала поддерживали российскую агрессию против чеченцев и чеченского народа. А сейчас как будто не было 20 лет сопротивления чеченского народа вот тому, что сегодня происходит. Как будто не было жертв в количестве 300 тысяч, как будто не было разрушенных городов и населенных пунктов, стертых с лица земли, концентрационных лагерей, без вести пропавших до 70 тысяч, более 100 тысяч круглых сирот. Это все результат не кадыровских действий, а результат российской агрессии, которые создавали сегодняшнего Кадырова. А эти авторы проекта ни словом не упомянули о том, как и все началось. Как и где и почему возник Кадыров. Почему появился Кадыров и все, что связано с ним. Откуда это взялось. И кто за этим стоял. И кто сегодня финансирует всю эту систему, которая продолжает поддерживать Кремль и использует Кремль в борьбе, в войне против Украины. Все эти моменты взаимосвязаны. Но ответственность за все это лежит на российском государстве и на так называемом российском обществе, которое от имени кого все эти преступления совершаются. И в Чечне совершили, и в Грузии, и сегодня в Украине. От имени этого сообщества и граждан этой страны совершаются эти преступления. Но авторы проекта этого фильма хотят переложить ответственность за все это на Кадырова и на какие-то криминальные действия или авантюристические маневры, которые были совершены в каком-то году непонятно кем. Это смахивает на то, что вы помните так называемый чеченский авизо. Да, но это же тоже подкрышевалось ФСБ наверняка. Это дело в том, что это для того, чтобы начать первую военную кампанию, нужно было. Вы возьмите, просто пробейте себе, был министр финансов Федоров Российской Федерации. С 1992 года корсчет Чеченской Республики в Москву, он был закрыт. Вы знаете, что такое корсчет? Если нет корсчета, ты не можешь делать какие-то либо трансферы или перечисления с Чеченской Республики, куда бы это ни было, в Россию тем более. Поэтому ни одного чеченского авизо не было. Это все это был фейк, и они грабили банк и Россию тогда, увозили КАМАЗами деньги, называли это чеченским авизо. Вы себе можете представить, какой бы сильный ни был криминальный авторитет, он загоняет в хранилище КАМАЗы в центре Москвы, тоннами загружают деньги и вывозит их из Москвы. Конечно, это управлялось полностью. И вот то, что сегодня происходит, это все тоже абсолютно под контролем России, как и тогда, так и сейчас. Но, тем не менее, в фильме есть, личные, претензии, преступления, которые они приписывают Кадырову. Действительно ли правда, что он... там говорится о том, что часть женщин, которые родили ему детей, были несовершеннолетними, в возрасте 14 лет на момент беременности. И потом, что он их убивал, если они были недостаточно покладисты. И что детей записывали на вот эту, как первую официальную жену. У Кадырова несколько постоянных жен, хотя российские законы и запрещают многоженство, а также огромное число наложниц. Впрочем, наложницы – не совсем точный термин. На время отношений с девушками Кадыров приказывал местным мулам оформлять так называемый никах, то есть исламский брак. Так девушки страховались от обвинений в блуде. Хотя это особо не помогает. В Чечне есть немало красивых девушек, живущих с клеймом бывших наложниц Кадырова, которых он лишил девственности, из-за чего их потом не берут в жены. Для рядового чеченца совсем не секрет, что у Кадырова есть гарем. В 2013 году в Чечне бурно обсуждали песню Тамилы Сагаиповой «Мой нанак». С музыкальной точки зрения, это обычная лезгинка в электронной аранжировке. Язык – смесь чеченского, русского и жаргона.
В России эту песню особо не знают. Зато на Кавказе в то время под нее танцевали даже на свадьбе. Но главное в этой песне слова. Во втором куплете. Там перечислены многие наложницы Кадырова. Собственно, Нанак – это чуть измененное домашнее имя Рамзана Кадырова, которого дети называют Нанат. То есть певица обращается к Кадырову максимально нежно, как к члену своей семьи. Мы идентифицировали всех женщин, скрывающихся за этими именами, а в одном случае – за ласковым домашним прозвищем. Это основные жены чеченского вождя. Медни Кадырова, Фатима Хазуева, Замира Джабраилова и Аминат Ахмадова. Зачем нужны мужья, которые каждую ночь изменяют им и говорят им, что ты моя единственная, а завтра там идет там другой там и говорит, что там ты моя такая, там зачем такая любовь? У меня очень красивые дети, любящий муж. И я себя считаю очень счастливой женщиной. Про Медни Кадырову знают все. Ее Рамзан официально представляет своей супругой, как и положено по российским законам. Она, как и все прочие кадыровские женщины, очень обеспечена. Чтобы прятать дорогое имущество, этой жене Кадырова даже изобрели вымышленную личность. У нее второй паспорт на имя Медни Мусаевой. Кадыровская пропаганда утверждает, что Медни к своим 42 годам родила Рамзану 14 детей. Это, конечно, неправда. Дело в том, что Кадыров просто отбирает детей у своих наложниц, брак с которыми не может признать официально. И это драма для детей. Вот второй по старшинству сын Кадырова – Эля. Мать Эля – Фатима Хазуева, одна из неофициальных жен чеченского правителя. Фатима также мать 3 других детей Рамзана Кадырова. Вот ее дочь Ашура, которая на этой семейной фотографии обнимает свою ненастоящую мать Медни Кадырову. А это Эсад и шейх Ахмад, двойняшки которых Фатима родила в 2015 году. Однажды я стал свидетелем семейной драмы. Фатима хотела обнять одного из своих детей, придя в дом Рамзана, но отец строго запретил. Фатиму Рамзан взял в жены при обстоятельствах, достойных отдельного рассказа. Хазуева заняла 2-е место на единственном в истории Чечни конкурсе красоты. Он прошел весной 2006 года. По сути, конкурс проводился специально для Рамзана. Там даже не было посторонних зрителей. Это объяснялось заботой о морали. А на самом деле причина была проста. Рамзан устроил шоу специально для своих женщин. В тот момент, когда Хазуева получала приз за 2-е место, она уже носила сына Рамзана. Тогда Фатиме было 14 лет. Она еще училась в школе. Кадыров предпочитает девственно юных девушек, школьниц или студенток первого курса. У него есть помощник, который хранит контакты множества молоденьких чеченок. Десятки, может даже сотни. Это самая ужасная часть истории. Люди, с которыми мы говорили и которым доверяем, вспоминают, что в нулевых Кадыров брал девушек, как они выражаются, по беспределу. Красивых, юных чеченок люди Кадырова могли поймать прямо на улице, по пути на учебу. Каким-то из своих наложниц Кадыров запрещал даже думать о том, чтобы родить от него ребенка. За любое ослушание – неминуемая кара. Так случилось с Жанетой Мукуевой. Ее историю нам рассказали 3 человека, знакомых и с Рамзаном, и с семьей девушки. Жанетта – сверстница Рамзана. Он знал ее с юношества и, как говорят, был в нее влюблен. Но в молодом возрасте Жанетта вышла замуж за другого чеченца. Его зовут Тимир Булат. В 90-х Тимир Булат был на коне. Он занимался махинациями Совиза. Таких в Чечне называли воздушниками, потому что они торговали воздухом. Но брак в итоге распался. В начале 2000-х Жанетта развелась, оставив себе маленькую дочь по имени Линда. О разводе узнал Рамзан и нагрянул к объекту своей давней страсти. Между ними возникли отношения, которые в итоге привели к трагедии. Причиной смерти были названы многочисленные сквозные пулевые ранения головы и грудной клетки. 2 знакомых с Кадыровым людей считают, что расправу за какую-то провинность учинил сам Рамзан. Хорошо помню, как, услышав новость о смерти Жанетты, Рамзан обрадовался. Одну из своих заправок в Грозном Кадыров на время назвал именем убитой любовницы – Жанетта.
Это его извращенное чувство юмора. Еще одна тайная жена Кадырова и героиня той самой песни Хутмат Дадаева. На самом деле ее зовут Залина. За то, что она в чем-то ослушалась султана, ее тоже ждала расправа. Но не физическая, а карьерная. Присвоено почетное звание заслуженный работник сферы молодежной политики Дадаева Хутмат Дадаева. Сначала молодая девушка регулярно появлялась в новостях вместе с Рамзаном в качестве его помощницы. Курировала женский клуб «Иман», это объединение женщин-сторонниц Кадырова, и молодежную политику в республике. До определенного момента Кадыров регулярно проводил встречи с этим клубом и публично поздравлял свою помощницу с днем рождения, желая счастья в личной жизни. Но после 2017 года встречаться перестал, а Дадаеву понизил в должности. Наказана была и певица Тамила Сагаипова, написавшая нежную песню о гареме Кадырова. Уже после связи с Рамзаном девушка нашла близкого человека. Но это не понравилось султану. А своих послушных жен Кадыров осыпает деньгами. Одно время их всех селили в одном из новых многоквартирных домов в центре Грозного. Потом многие из них получили дорогие особняки в самом охраняемом районе чеченской столицы, аккурат за резиденцией Рамзана. Там же, например, стоит роскошный дом Фатимы Хазуевой. Теперь понятно, на что Кадыров тратит миллиарды, сворованные из бюджета через компанию «Пинофон» и ей подобные. В свободное время он любит вывести весь свой гарем в Дубай. Там наложница Кадырова играет со своим нанаком в матче. Кроме денег, важен и статус. Почетно быть матерью наследника султана Чечни, даже если женщина и не может заявить о материнстве публично. Например, почетно быть матерью Адама Кадырова. Присваивается звание Героя Чеченской Республики. Я Жабраилова Замира, родилась в цветущем городе Грозном. Нравится тихое место в саду, нравится прогуливаться возле речки, сидеть, смотреть на небо. Люблю стоять у окна, когда идет дождь. Замира Джабраилова стала победительницей того самого конкурса красоты, организованного специально для женщин Рамзана Кадырова. В дни конкурса ей было 14 лет. Сына Рамзана Кадырова, Адама, с первых дней его жизни будут представлять сыном другой женщины. Может ли эта семейная тайна быть причиной ненормальной жестокости Адама? Насколько это может соответствовать действительности? Кадыров, о котором вы говорите, мерзавец, это моральный урод. Просто никаких оправдательных нот с моей стороны по отношению к этому субъекту нет. Все, что Кадыров мерзавец, подлец и моральный урод, никто не ставит под сомнение. А вы прочитайте Анну Политковскую, ее книги, ее записи, которые она делала. Сотни, десятки несовершеннолетних женщин, девочек были изнасилованы. Вот один факт, который только просочился, это убийство Эльзы Кунгаевой, несовершеннолетней девушки в поселке Гихичу, Тянгичу, Будановым. А таких случаев было десятки и сотни. И сегодня авторы фильма, прежде чем говорить о том, что Кадыров женился на совершеннолетней или несовершеннолетней, если бы они хотя бы упомянули, откуда эти традиции, почему Кадыров к этому пришел, и как они пришли к тому, что сегодня делают в Чечне, почему появился так называемый клан и кадыровцы на территории Чечни, которые совершают все эти злодеяния, тогда было бы понятно. А сейчас просто я еще раз говорю, все, что упоминаю, да, для меня это не было новостью. Все, что там прописано, все, что говорили, все преступления, безусловно, они имеют место. Они совершались в течение 25-30 лет. Мы об этом говорили на весь мир, начиная с 98-го, с 99-го года. Никто нас не слышал. Но они сейчас все это сложили в совокупности, прописали все, что было сделано против чеченского народа, прописали вокруг, собрали вокруг Кадырова и его клана, и это выдают нам как данность и как факт.
и его называют лидером нации. Он когда и на каких выборах он был избран? Когда чеченцы избирали Кадырова старшего или младшего? Вот когда первый раз проводился так называемый референдум, вот то, что происходило в Крыму, это было на самом деле более демократичнее, чем тот референдум, который проводился в Чечне под дулами автоматов. Однако мы знаем, и мир не признал ни аннексию Крыма, ни тогдашний референдум, который они провели в 2003 году в Чечне. Но однако сегодня авторы этого фильма ни о чем об этом не говорят. Они говорят о Кадырове, и все зло, которое творилось в течение 20 с лишним лет на территории Чечни, они хотят прописать это Кадырову и тем самым уйти от ответственности. Они не уйдут от этой ответственности. Ни авторы этого проекта, ни те, кто стояли за тем, как создавался Кадыров и кто финансировал всю эту кампанию в течение всех этих лет во время войны. Скажите, а как вы считаете, вот эта система или там коллегия или Кремль, да, назовем это коллективный Кремль, да, какой-то, они будут искать замену Кадырову или будут пытаться вообще ликвидировать вот этот такой типа султанат? Нет, они его будут использовать до тех пор, пока не произойдут коренные изменения в самой России. Я имею в виду, пока они не сменят Путина, с Кадыровым ничего не произойдет. Если физически Кадырова не станет, поставят на его место другого Кадырова, при котором ничего не изменится. Все зло, которое сегодня и на Кавказе, и в Украине, оно персонифицировано Путиным. Оно персонифицировано. Когда ликвидируют Путина, мы поймем, что система меняет свое отношение к той или другой проблеме. И тогда будет очевидный прорыв в другом направлении. И в Чечне, и в Украине. И такой еще вопрос. Были вот эти, я даже не знаю, кстати, как это назвать, потому что даже некоторые мои российские спикеры оппозиционные, они говорят, а мы не можем назвать точно то, что происходило в Дагестане, что это теракт, потому что они явно убивали, пытались уничтожить представителей правоохранительных органов, системы. Возможно, у них там какое-то есть излишнее давление, но мы видели, к сожалению, как на камеры отрезают уши. Помните, да, после теракта в Крокусе? И, соответственно, это могло повлиять достаточно сильно на мусульман в России. Вот, поэтому то, что происходило в Дагестане, что это вообще, по-вашему? И будет ли продолжение, как вы понимаете? На мой взгляд, это не было восстанием мусульман по поводу чего-либо или кого-либо. 6 человек, которые вышли и расстреляли людей и совершили террористический акт, это нельзя назвать выступлением мусульман на Кавказе или в России. На мой взгляд, это была управляемая ситуация. Объявлялись ли они агентами или их использовали в темную? Я уверен в том, что их использовали в темную. Как ФСБ в свое время использовала братьев Царнаевых для совершения теракта в Боснии, в Соединенных Штатах Америки. Их тоже использовали в темную, но использовала их КГБ. И непосредственно Путин управлял вот этим процессом. И то, что происходило в Дагестане, я уверен в том, что это было управляемо. Оно кем-то управлялось. И вот то, что они сделали, вы обратите внимание, для русских милиционер, вот для сегодняшней системы и для русистов, кавказцы, в форме милиционеров, полиции, в военной форме, это для них все равно расходный материал. И им не жалко, сколько бы их ни убивали. Не только кавказцы, вообще для достижения своей цели у них нет критериев. Они руководствуются принципом «все методы хороши». Я просто приведу один пример. Просто это факт. Когда курсантов, молодых курсантов, по-моему, около 30 человек, взорвали для того, чтобы внедрить агента в банду, как они называли, Шамиля Басаева. Просто чтобы его внедрить и чтобы ему поверили в этом отряде, они взорвали курсантов во Владикавказе. И поэтому то, что там в Махачкале, в Дербенте были расстреляны 15-16 полицейских, которых они считают теми же чучмеками или черномазами,
как и тех мусульман, которые они уничтожили в последующем. Тут для них разницы нет. Для них главное был эффект. А эффект какой был? Что творится на Кавказе. И если вдруг Россия потеряет контроль над этим регионом, то там вспыхнет хаос. Наступит хаос, где будут убивать иноверцев, и евреев, и христиан. И они же посягнули на синагогу и на православную церковь. Вот это главный месседж был для Запада, чтобы Запад понимал, что в лице Путина они имеют союзников в борьбе вот с такими негативными проявлениями, которые исходят от так называемых исламских экстремистов. Тогда последний, наверное. Последний вопрос, если можно. Крокус — это дело рук ФСБ или это все-таки ИГИЛ? Я считаю, что ИГИЛ – это дело рук ФСБ. И поэтому то, что какие-то акции ИГИЛ будет брать на себя, я в этом не вижу никакой новости. Я говорил об этом уже. Потихоньку вот эти теракты перебросятся в Европу. И, естественно, ИГИЛ будет брать их на себя, а Россия будет комментировать. Вот мы вам говорили, как и было в 2013 году, в 2020 году, когда в Европе произошли теракты, Медведев, зам Госсовета, говорил, это произошло, потому что французские там, или европейские структуры отказались с нами сотрудничать и взаимодействовать. А сейчас это будет вообще триумф Кадырова, вернее, Медведева и Путина, когда они скажут, вот мы вам говорили, мы вам не враги, это вот украинские нацисты организовали вместе с исламскими террористами вот эту акцию. Спасибо большое. Напоминаю, что это был Ахмед Халидович Закаев, глава правительства Чечни и Ичкерии в изгнании. Подписывайтесь на его соцсети, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Увидимся на следующей неделе. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания, Татьяна.